Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Сегодня пятница, вечер, закончился рабочий день и закончилась рабочая неделя. И целый день сегодня лил дождь, гроза, гром, молния, ураганный ветер. И даже сообщение пришло от местного МЧС, что лучше в этот день остаться дома. Но, как вы понимаете, это не наш вариант. Я еду на мотофестиваль. Специально сегодня приехал на мотоцикле, все уже упаковано, все уже собрано. Формат фестиваля палаточный, мотопикник, все как мы любим. Не задерживаясь, отправляемся. Для начала прогрев. Ну и когда обороты подросли, убираем подсос и можем выдвигаться. Ехать нам сегодня относительно недалеко. Навигатор показывает всего 120 километров. Но дороги будут второстепенными. Пути по автостраде не предвидится. А значит, часа два как минимум. А учитывая погодные условия, может быть и больше. Немного вечерних пробок. Не так, чтобы совсем наглухо встали, но определенные затруднения движения есть. Пятница, вечер, все едут с работы, все пытаются куда-то успеть. Очень неприятным сюрпризом для меня сегодня стало то, что в сильный дождь вот этот тент на коляске промок. Он от солнца, от ультрафиолета покрылся сетью мелких трещин, и по этим трещинам проникает вода. А у меня там внутри в коляске лежал шлем, и он сейчас мокрый. Хорошо, что сегодня тепло. В отличие от предыдущей нашей поездки на мотослет, сегодня очень приятная плюсовая температура. В пробках толкаться даже жарко становится. Сразу как только вышел с работы, упаковался в дождевик. Ведь то, что сейчас дождик закончился, вовсе не означает, что на протяжении 120 километров я его не зацеплю. Да и по прогнозу обещают на все выходные проливные дожди и грозы. А значит, едем мы с вами на слет мокрых мотоциклистов. Что касается самого слета, то все фестивали, все мотособытия, на которые я в Польшу выезжаю, можно поделить на две категории. Оппозитные, куда меня зовут знакомые, подписчики, и те, которые я выбираю сам. Нахожу где-то в интернете и еду. Вот это относится ко второму типу. Правда, не обошлось без подсказки. Мой друг Михал уже поехал на этот фестиваль и со вчерашнего дня там отдыхает. Первый день фестиваля — это пятница, и сегодня был запланирован пробег. Даже не один маршрут, а несколько на выбор. По бездорожью, по трассе с поворотами. В общем, на любой вкус и цвет. Ну, а я еду в основном на субботу. Сегодня доехать, поставить палатку, посидеть у костра, переночевать и посмотрим, что же будет в программе интересного завтра. С 94-й Краковской трассы уходим налево, как раз туда, куда пошла черная туча. И вот совершенно не хочется торопиться, поскольку, кажется, я ее догоняю. Такая любопытная подвесная конструкция над дорогой. Похоже на подвесной мост,
но это не совсем мост. Думаю, там внутри идет конвейер для транспортировки, возможно, угля. Скорее всего, угля. Может быть, напрямую от какой-то шахты к котельной. Довольно живописной дорогой еду по обочинам, то лес, то луга. Вот не поля обработанные, где что-то растет, а просто луга, трава, кустарник. И тут внезапно раз, несколько домов. И снова луг. Ну, красота. А впереди нас поджидает небольшой, но самый настоящий серпантин. Кажется, тянется перед нами грузовик, и за ним собралась уже целая колейка. Но место красивое. Скалы. Я вспомнил этот участок дороги. Был уже здесь несколько раз. И даже останавливался, на эти скалы забирался. Кстати, классное место для пикника. С правой стороны можно увидеть замок Огродинец. Один из замков в цепи Орлиных гнезд, неплохо сохранившийся. Туда у нас тоже уже была вылазка прошлой зимой. Не могу сказать, что навигатор ведет меня широкими основными дорогами. Чем дальше, тем дорожки становятся уже и второстепеннее. Наверное, тем интереснее.
Главное, чтобы в какой-то момент все это не превратилось в размокшую грунтовку. Зато гляньте, какие виды, какие тут холмы. Темная мрачная дорога. Вот что называется дремучий лес. Не хотел бы я по такому лесу ночью гулять. А впереди идет дождь. Я все нагоняю эту тучу и даже отсюда вижу пелену дождя. Возможно, стоит сделать остановку и немного подождать. А тут как раз и съезд подходящий. Перекресток лесных дорог. Заказ выброса мусора. Ну и да, тут, видимо, была стихийная свалка. Ничего не поделаешь. Наверное, везде есть такие безответственные люди, которые считают, что мусор можно просто вывести в лес, и он там сам как-то переработается. Конечно, это не так. Если отдыхаете в лесу, то лучше и свой мусор забрать, и чужой, если есть такая возможность. Давайте прогуляемся, немножко разомнемся, послушаем пение птиц. Они стараются изо всех сил. И что удивительно, ни одного комара. Дождь, видно, только-только закончился. И если прислушаться, то услышим, как капли падают с деревьев. Даже любопытно, куда ведет такая дорожка. В поле и какой-то поселок на горизонте. А вот здесь вообще кажется, что дождь еще идет. Хотя на самом деле нет. Это капли с деревьев. Если видите, светло-серая полоса над горизонтом, а потом темная стена. Это дождь. Это он и есть. И я за ним еду. До него отсюда километров 15. Если постоять, подождать, пока он уйдет дальше, то, может быть, где-то потом как-то и проскочим. Но с высокой вероятностью сегодня придется ставить палатку на мокрую траву. Хорошо, что есть надувной матрас. На нем даже в луже спать сухо. Он не тонет и воду не пропускает. Кстати, насчет матраса есть у меня опасения. Я в последний раз его сворачивал в очень холодную погоду, и он был прям деревянный, как пластиковый. Опасаюсь, чтобы он на сгибах не потрескался и не начал пропускать воздух. Иначе придется покупать новый. Постоял минут 20, и вокруг как-то даже посветлело. Можно двигаться дальше. Да, видим, сзади нас нагоняет чистое небо, но впереди тучки.
Еду не спеша, с любопытством рассматриваю местные деревушки. Вы только гляньте, как здесь живут люди. Там дом, вон еще один, на этой стороне несколько домов. Но все они на большом расстоянии друг от друга. Такими хуторами разбросаны по окрестностям. Красиво. И каждый дом будто вписан в природу. Вот двор, участок, сосны растут, целый лес прямо под окнами. Какой-то небольшой провинциальный городок. Буквально среди полей. Въезжаем в центр, а здесь прям цивилизация. Центральная площадь. Магазинчики, кафешки. Даже пиццерия есть. При этом буквально 2 поворота направо-налево, и вот все, город закончился. И вы только гляньте, какая впереди привлекательная картина. Между туч есть просвет. У нас слева дождь, и справа за кустами сейчас не видно, но тоже дождь. А между ними ворота, которые мы можем проскочить. Все-таки хорошо, что одел дождевик. Вроде и под дождь еще не попал, но разошелся с несколькими встречными фурами, и вот у меня весь бак, и ноги от колена и ниже все мокрые. Очень много воды машины поднимают с асфальта. Сейчас картина прямо противоположная. Слева небольшой, но просвет. Справа большой просвет. А дорога упрямо ведет нас под дождь. Бывает и так. И дождик не заставил себя долго ждать. Уже поливает. Очень наглядно видно на новом ветровике. Надо было умудриться в таком маленьком городе так усложнить движение. Еле разобрался, куда ехать.
До места осталось 14 километров. Идет дождь, а я решил остановиться на ужин. Мотоцикл весь чумазый. Я тоже весь чумазый и мокрый. Парковка возле рыболовного озера. Гляньте, как дождь рябит по воде. Сюда приезжают рыбаки на рыбалку. А я вот что подумал. Сейчас приеду на место, там мотослет, много людей, костер. Эй, иди сюда, возьми пивка. А я голодный, с обеда ничего не ел. Как бы меня не разморило и не пошел я рано спать. Поэтому надо перекусить заодно и согреюсь. Оно вроде и не холодно, но вот в тех местах, где ноги мокнут, они ведь мокнут не насквозь, мокнет дождевик. Потом высыхает и охлаждает ноги. Постепенно начинаю подмерзать. А на ужин у меня будет традиционная походная еда. Бич-пакет с колбасками. Взял на костре пожарить. Ну и к лапше они тоже сгодятся. Надо бы для этого котелка подобрать какую-то крышку. Это значительно ускорило бы процесс закипания. Ну вот, кажется, почти. И да, уже кипит. Заливаем. И немного подождать. Думаю, готово. Пахнет вкусно. Славно перекусил, согрелся и, честно сказать, насладился моментом. Место красивое, дождь как раз закончился и не вижу необходимости торопиться. Я почти приехал. У меня еще есть около часа на то, чтобы поставить палатку. А навигатор говорит, что через 15 минут я буду на месте. Кстати, это озеро отметил у себя в навигаторе. На случай, если буду искать место для ночлега, оно очень даже подойдет. Тут есть дорога, которая идет вокруг озера. И с противоположной стороны я даже видел дым костра. То есть там, скорее всего, есть какая-то локация для пикников. Если заехать туда поздно вечером, поставить палатку, то, думаю, до утра никто и не побеспокоит. Как видите, туча, под которой я ехал, ушла. Впереди чистое небо. Ночь обещают без осадков. Да и асфальт уже подсыхает. Вот, кажется, и наш поворот. Навигатор уводит нас налево. Что там написано? Дорога лесная.
А вот и указатель. Белый берег. Нам туда. Асфальт закончился. Дорожка идет через такой красивый сосновый лес. Идеально прямые сосны. Мачтовые. Кажется, мы на месте. Это что-то вроде турбазы, расположенной в лесу. Видны домики, а вот и въезд. Интересно, регистрация где-то есть. Думаю, вот этот домик слева. Доехали, добрались. Михаил, привет. Cześć. Как тут? Tutaj jest rejestracja. Super. Jest Столовая, stołówka, Едзение. Так, a супер. tam dalej namioty. Окей, сейчас все посмотрим. Хондочка сразу привлекла внимание. Мы зарегистрировались, отправляемся сейчас с Михалом ставить палатку, пока светло. А вот и палаточный лагерь. А, во, вижу, Вестром стоит. Который твой намет? Tutaj zielony. Зеленый. Приехали. И вот спустя 15 минут я обзавелся жильем. Палатка стоит, матрас накачан, спальники развернуты. Можно отправляться осматривать достопримечательности. Посмотрим, где здесь едят и где здесь развлекаются. Так, Honda стоит, ключи забрал. Это тоже берем. Ну и можно себе позволить, наконец, баночку пивка. Ну, как я и думал, все это максимально похоже на турбазу или пионерский лагерь. Здесь есть рукомойники и туалет. Важные вещи в обиходе. Вот у нас, ребят, столовка. Гудит, как растревоженный улей. Там здоровенный мангал. А где-то здесь выдача колбасок. На раздаче нам вручили по колбаске, и мы отправились к большому общественному костру. Здесь все могут свои колбаски обжарить. Ну, весело, весело, атмосфера прикольная. Интересная традиция с этими колбасами. Не шашлык, не кебаб, а колбаски, и у каждого своя. Słuchajcie, to jest bardzo ważny utwór, to jest podział na rolę. Jest dla facetowi kobiety, tak? To jest piosenka o papie. Ну и что, ребят, я вам скажу в итоге. В плане мотофестивалей Польша, конечно, поле не паханое. Вот у нас мотофестиваль. Людей человек 300. Концерта нет, конкурсов нет, сцены нет.
развлекательные программы, костер и гитара. Нет, это, конечно, классно, душевно, здорово, но этого мало. Надо что-то еще. Не знаю. План этого вечера, будем считать, удался. Костер был, колбаски были, песни под гитару были. Сейчас уже час ночи, можем отправляться на боковую, а завтра будет новый день и новые приключения. На этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.